Привет, ребята! Рад с вами снова увидеться. У нас был небольшой перерыв в видосах и стримах. Все дело в том, что, как вы видели, у нас было очень много контента, было чем заняться активно, а сейчас вот наконец-то сможем с вами обсудить все, что накопилось. Еще вскоре будет стрим, там уже в режиме онлайн, сможем подробнее обо всем поговорить. А сегодня взяли некоторое количество вопросов, ответим на них. Но, как видите, весна нас красками пока не радует. Мы с Саней нашли одну из самых таких приятненьких местечек. Тут у нас культурный центр, некоторые, культурная улочка. Надеюсь, всем вам понравится локация. А вы в комментариях обязательно пишите, как у вас в городах, как весна вас встретила, и вы ее тоже. Делитесь впечатлениями, а сейчас приступим к вопросам. Итак, первый у нас сегодня вопрос. Он уже звучал, но тем не менее. Лучик Солнышко нам пишет: здравствуйте, скажите, смысл колец и игры в них, если там вообще невозможно играть и они сейчас просто простаивают, сделайте их как боулинг или вообще удалите? Очередной раз повторюсь, уже кто часто смотрит канал, естественно, об этом слышали, но тем не менее, кольца — это игра не типа боулинга, не типа пушек, это игра для того, чтобы вы заходили своей группой людей, там, кланом, группой друзей, просто планетой, там еще кем-то и своими единомышленниками, и вместе, можно даже немного агрессивно, да, это окей, мы это учитывали, вы можете играть там, друг друга перебивать и так далее. В этом состоит игра. Ты здесь пишешь, как предложение, вообще удалить ее. Он нам и нахуй не нужен. Кольца эти ваши! Да, понятно. Понятно? Понятно. Я правильно понимаю, что тебе эта игра не нравится, она тебя не интересует, и у тебя, возможно, не с кем просто играть в нее так, как в нее задумано играть. В таком случае самый разумный совет здесь просто не играть в нее. Я не совсем понимаю твое желание именно удалить, избавиться от нее. Зачем? Ты просто можешь избавить себя сама от нее, и все, если тебе конкретно это не подходит. Но я готов подискутировать в комментариях, поэтому если вот ты смотришь ролик, обязательно напиши, возможно, я что-то не понимаю. Настя нам пишет. Инфанта, говорит, надо собраться всем народом, и чтобы нам побыстрее вернули те костюмы, которые мы ждем и не дождемся. А то так и будем ждать годами. Ты видишь, все переметнулось на сторону пользователей. Ладно, это не та Настя. В общем, ребята, я уже не один такой комментарий видел под постом в клане в этот раз, и я уже об этом говорил как-то. Я хочу еще раз, чтобы вы меня прям хорошо поняли в этом плане. Друзья мои, изначально никогда не было никакой функции по поводу, функции, которые вам возвращают костюмы. Мы не объявляли это нигде, что это мы просто идем вам навстречу. У нас нет отдельного сотрудника, который этим занимается. У нас даже нет отдельно какой-то задачи, не существует на то, что нужно вернуть вам костюмы, которые вы там по запросам отправляете. Некоторое время назад, там год или полтора, мы сделали чуть более удобный возврат этих костюмов. Мы сделали его чуть удобнее, вам теперь приходит оповещение и так далее, но это опять же искренне чисто наша инициатива. И это не приоритетная задача. Как я уже сказал, это даже не задача. Мы просто идем к вам навстречу. Вот. Поэтому, когда у нас есть на это время, ресурсы, мы иногда возвращаем костюмы, иногда их не возвращаем. И не стоит это обсуждать. То есть мы не добавим это как какую-то отдельную функцию, которую мы вам обязаны исполнять. Понимаете, о чем я? Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте немного терпеливее, потому что, тем не менее, все равно мы их возвращаем вам просто по мере наших возможностей. Вот и все. Почему у вас на сайте написан определенный возраст, а заходят и пишут разные? Не совсем понял до конца вопрос, возможно, но я изначально подумал, ты имеешь в виду про ограничение возраста, которое у нас стоит. У нас и в Play Market, и у нас в приложении везде говорится о том, что у нас приложение 18+, но если ты внутри приложения встречаешь людей, которым там, возможно, нет 18, да, и так далее, это, видишь, в чем дело, у нас регистрация не по паспорту, и мы не можем досконально проверить каждого человека, если ему действительно 18 или нет. Разумеется, в том случае, когда мы узнаем, у нас есть, да, там доказательства какие-то и так далее, что человеку нет 18, такие аккаунты мы блокируем. Вот, поэтому, не хочу там разводить, типа, жалуйтесь там на кого-то или еще что-то, но тем не менее, если тебя что-то не устроило, там, в общении, еще что-то, ты узнала, что человек несовершеннолетний, ты можешь об этом сообщить вполне. Мяу Личи пишет нам: сделайте что-нибудь с приложением. Оно реально стало работать медленнее, даже на очень мощных телефонах. Можете
справа. Можете дочитать до конца, да, комментарий, я не буду до конца зачитывать, извини, но суть здесь в том, что приложение виснет. Да, таких комментариев действительно очень много, и как это ни удивительно, стало их очень много как раз после того, как по всей России начали происходить блокировки и некоторых сервисов, сайтов и доменов, и в том числе ограничения интернета также происходит во многих городах, и крупных, и маленьких, и все это массово влияет полностью на сеть. Многие приложения сейчас работают хуже, некоторые где-то работают лучше, где-то хуже, и ну вот буквально следующий комментарий, опять же, под этим же постом, вот девушка пишет, что у нее все работает даже на мобильном интернете без всяких нареканий. И вот здесь пишешь про мощность телефонов, еще что-то, здесь не в этом дело. Просто сейчас везде так. И от нас это, к сожалению, не зависит. Нам нет никакого резона вам ограничивать доступ в наше приложение или там не решать проблемы, из-за которых вы не можете своевременно туда зайти, потому что нам интереснее всего, чтобы вы как можно больше с нами проводили времени. Разумеется, и для нас это была бы самая приоритетная задача. Если бы проблема была на нашей стороне, мы бы обязательно в первую очередь бы именно ее решали. Но это не так. Эмилиза нам задает вопрос, вот, достаточно объемный, я не буду до конца его зачитывать, только начало. Предлагаю расширить список нарушений КГ, чтобы люди понимали, за что они получили то или иное наказание. Сейчас действует не очень хорошая система, которая ничего не говорит пользователю и так далее. Можете дочитать вопрос, поставить на паузу до конца. Суть претензий в том, что, насколько я понимаю, в том, что не всегда пользователю, который получил наказание, до конца понятно, за что конкретно это наказание было получено. Мы вас услышали. Я бы хотел от вас в комментариях, вот от девушки, которая задала этот вопрос, и от других пользователей, которые, если вы встречались с такими проблемами, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, либо опишите вопрос, который с вами произошел, в идеале номер жалобы отправьте прямо в комментарии, и к нему какое-то пояснение короткое, с чем вы столкнулись, с каким вы непониманием столкнулись, и, ну, что конкретно вам бы хотелось, чтобы вам разъяснили чуть более подробно. Опишите это, пожалуйста, и мы действительно почитаем, посмотрим эти жалобы и, я думаю, обсудим с коллегами. Возможно, действительно нужно в некотором плане поменять эту систему и сделать ее чуть более прозрачной. Здравствуйте, и тебе привет. Предлагаю такую идею. Сделать два короля планеты, чтобы обладатели обладали они одинаковыми правами или заместитель короля, как смотритель, только права почти как у короля. Я столкнулся с проблемой отсутствия интернета на 5 дней, и мне пришлось на время передать планету подружке, чтобы она за ней следила. Просто неудобно из-за таких проблем передавать туда-обратно планету. Можно сделать 2 или 3 короля, но продать планету может только владелец. Ну, я понял, что ты имеешь в виду, то есть какие-то функции, чтобы у тебя там десница твой выполнял в твое отсутствие, а ключевые функции, которые могут навредить, остались бы только у короля. В целом, мы уже слышали от вас подобные комментарии, точнее читали, и ну не так массово это было, и я просил людей в комментариях отписаться, вроде как не сильно возымело это какой-то интерес у сообщества у нашего, по крайней мере совсем не массово. Вот, давайте, у нас сегодня день, да, обсуждения некоторых вещей в комментариях, но на самом деле это неплохо, я считаю, поэтому чуть более подробно, чтобы понять, есть ли в этом необходимость, и действительно сейчас вот есть эти вещи с ограничением интернета и так далее, и действительно в иной раз король планеты, который, если бы, ну, если у него планета активна, он ей постоянно там, возможно, каждый день занимается, какие-то классные штуки делает, там, активностью какие-то обсуждения заводит, ему бы хотелось, чтобы постоянно там была активность даже в моменты, когда интернет отсутствует. Поэтому, опять же, ребята, кто владельцы планет, кто их ведет реально активно, кому важно, чтобы вы постоянно, да, имели к этому доступ, или там ваш заместитель доверенный, напишите об этом в комментариях, давайте тоже мы почитаем, для себя поймем, насколько это массовое явление, и обсудим. Велеслава нам пишет. Следующий вопрос. Откуда берете идеи и названия для костюмов? Ох, из головы по большей степени. И воображения! Но вот ваш покорный слуга в том числе занимается неймингом некоторых костюмов и прочих других штук. Ну, часть из них это насмотренность просто и куча слов. И перебираешь в голове, что визуально подойдет к этому костюму по его вайбу, какое оно впечатление создает, чтобы вам, возможно, понравилось и так далее. На этом и завязывается название. Еще такой инсайт небольшой. Как-то мы смотрели на сайтах
с духами и с ювелиркой. Знаете, они там иногда используют очень витиеватые, красивые названия, особенно для женских каких-то товаров. Вот. И женские костюмы в целом по этому принципу как-то называли. Ну, не прям копировали, но что-то оттуда, вот какие-то слова, словосочетания брали. Такое тоже было. Ума нам пишет. А я сегодня доросла до хранителя. Поздравьте меня. Александр, иди сюда. Иди сюда. Поздравляем. Все. Не знаю, просто поздравили пользователя. Ура! Нет, ну это классно. Ну, человек, видимо, долго к этому шел. Это круто, что ты достигла этого звания. Желаем тебе новых высот. Следующий вопрос, он пишет Облико Морали. Добрый день, и тебе тоже. Подскажите, пожалуйста, как убрать посланное фото и для собеседника? Смотри, в ситуации, в которой ты отправляешь его чисто в диалог, а не из альбома, который у тебя в профиле, в таком случае ты можешь зайти прямо на фотографию, на 3 точечки и удалить. Обычным удалением ты удаляешь его сразу и для себя, и для пользователя, которому ты отправила эту фотографию. Следующий вопрос. Здравствуйте. И тебе привет. Куда делись ставки на спорт? Ставки на спорт! И тут же пользовательница с ником ТА отвечает, ставки на спорт были закрыты 29 февраля 2024 года. Причина закрытия. Он утратил свою актуальность ввиду непопулярности сервиса. Ставки на спорт была совместной работой партнерами Galaxy, которые регулярно наполняли этот раздел актуальными событиями. Сервис долгое время был непопулярным, и нет надежных партнеров сейчас, которые обеспечивали бы наполнение актуальными событиями. Поэтому пришли к решению, что нужно закрыть ставки на спорт. Та, пожалуйста, напиши мне, я тебе выдам 10 УЕ. Прекрасно. Очень люблю таких пользователей. Ребята, кто вот часто смотрит, реально, кто знает мои ответы уже на многие вопросы, которые часто повторяются, если вы в клане в Galaxy News под постом видите такие вопросы, и вам не составляет труда ответить, и есть у вас лишнее время на это, отвечайте, и буду вам очень благодарен. Не обещаю, что каждый раз буду давать 10 уешек, но это просто в первый раз настолько вот человек подробно ответил, мне даже ничего добавить. Просто. Сейчас такой палкой просто Ули сейчас может расшевелить этим. Почему? Ну реально начнут писать, Ну, где мои 10 я там рассказал. ну, я вот и говорю, ребята, и вы не думайте, что я теперь за все вопросы, отвеченные вами в комментариях, буду давать 10 я. Это вот, возможно, буду иногда, возможно, нет, но не надо этого требовать. Вот, А ну, высота у нас на зарплате. да, на самом деле. Просто очень активный пользователь, да. В общем, спасибо большое, что ответила за меня на этот вопрос. Вот, ну. Классно. Николай нам пишет, как насчет в боулинге добавить золотой шар для тех, кто давно играет? Аналог золотой пушки, как на пибе. Например, за бросок 50 тысяч шаров. У таких пользователей будет лететь золотой шар вместо обычного и так далее. Можете дочитать вопрос, точнее предложение. Да, наверное, небольшая эта проблема. А почему нет, действительно? Ну, правда, у нас на пушках есть золотая пушка, типа, которая, как сказать, она, во-первых, немножко точнее, но основная ее функция, я полагаю, в том, что она отличает пользователя опытного, типа, ну, некий, использует это слово, выпендрёж. Типа того, да, как в каких-то играх что-то, вот, какой-то отличительный знак. Поэтому, ну, если есть желание иметь такой отличительный знак на пушках и бочках, не думаю, что это сильно большая проблема. Ну, давай так, я здесь не могу тебе ничего один вот так вот просто в видео обещать, но мы над этим подумаем. Спасибо за предложение. Юлия 2024. Привет тебе. Тоже вы помните своего первого зарегистрировавшегося участника персонажа? Если я правильно понял вопрос, поправь меня в комментариях, если неправильно, я тебе в комментах тогда отвечу. Скорее всего, ты имеешь в виду первого пользователя, который не разработчик. Ты имеешь в виду, что, ну, когда Galaxy только появилась, первые пользователи, разумеется, это были разработчики, а вопрос про то, какой был первый, ну, просто обычный пользователь. Сложно ответить на этот вопрос. Скорее всего, можно ли назвать это обычно? Ну, друзья разработчиков первых, они уже стали первыми наполнять галактику. Вот. А так, прям точно тебе сказать, кто это был, очень сложно сейчас. 15 лет прошло. Подожди, каких 15? Господи. 19 лет прошло, друзья, 19 лет прошло, поэтому очень сложно сейчас ответить на этот вопрос. У нас скоро коллеги будут, которые родились после создания. Да, точно.
Представляете, друзья, у нас скоро будут коллеги работать, разработчики, которые уже родились после... А вообще, кому я рассказываю? У ребят вон дети с ними сидят в галактике сейчас некоторые, уже выросшие, так что ничего такого. Следующий вопрос. Здравствуйте, тебе привет. Вас ранее как-то спрашивали о возможности делать баннеры из своих фото. Как насчет того, чтобы сделать эту возможность по предмодерации? Таким образом, пользователи могли бы индивидуально оформить свой профиль. Ребята, ну у нас были же баннеры, и я уже вам говорил, почему мы их убрали. Очень много было вот недобросовестных пользователей, я не знаю, какое еще слово здесь применить. Ну, в общем, использовали эту возможность с целью того, чтобы делать неприятные, похабные картинки, ну, баннеры, вот. А ты говоришь здесь, ну, ты как бы вроде как учитываешь этот факт и говоришь про премодерацию, но ты же представляешь, что такое модерация картинок, особенно в таком количестве. А надо понимать, что, ну, если добавляем такую функцию, она массовая, пользователей у нас много в галактике, много кто ей пользуется, и, честно говоря, это целый отдел отдельно нужно создавать, нанимать туда людей, они будут целыми днями сидеть и заниматься вот этой премодерацией. Целесообразно ли это делать? Ну, нет, слишком большая затрата ресурсов на не слишком актуальную задачу. Ну, еще у нас, понравилось мне, опять же, вот ответили пользователи. Новичок пишет, еще ника даже, user 383, там, т-т-т. Подскажите, где можно ознакомиться с правилами сайта и что это за куколки? Бурный нам отвечает. Кстати, Бурный, тоже напиши, мне тоже получишь 10. Ну вот сегодня вот такое у меня настроение. Давно тем более не виделись. Ну и правда, спасибо, что отвечаете на вопросы своим коллегам-пользователям. В настройках в помощи найдешь ответы на интересующие вопросы, это понятно. А куколки — это персонажи, то есть облики. Все. Вот. И вот спасибо тебе даже передали. Ну, это для тех, кто, может, тоже новички какие-нибудь будут смотреть, может, кто-то не знал. Нужно сделать видеосвязь. Здесь тот же самый вопрос, что и с голосовыми, что и с музыкой, и с прочим, и с прочим. У нас приложение под это не сделано. Чтобы появились такие функции, нужно переписывать архитектуру приложения полностью, вообще его переделывать, вписывать новые функции и так далее. А мы этого... Не то, что мы не хотим этим запариваться и нам не хочется этим заниматься, просто потому что мы ленивые, но мы просто не видим себя приложением, в котором мы бы хотели, чтобы была вот вообще такая возможность. Зачем? Мы про другое немножечко. Видеосвязь, у вас есть сервисы, которые вам помогут с этим, с голосовыми тоже есть сервисы, которые работают. Мы про другое. У нас такого не будет, не планируется, и перестаньте, ребята, уже задавать эти вопросы. Я вам уже неоднократно отвечал. А если вдруг случится такая ситуация, что все перевернется и мы запланируем, мы вас предупредим. Но пока нет. Не планируется и в ближайшее время, и в долгое время не планируется. Тут троллят нас слегка. А что такое? На обработку объемных вопросов и оперативки не хватает? Для контекста объясняю. В посте в клане в Galaxy News, где мы выкладываем пост о том, что скоро выйдет видос, и вы под ним же задаете вопросы, в последнем посте я дописал в конце приписку по скриптам о том, что, ребята, не пишите слишком длинные объемные вопросы, пожалуйста. Вот человек пишет, что, говорит, оперативки вам не хватает. Ха-ха-ха. Ну, ладно, ну, на самом деле есть причина, почему я это написал. Не потому, что мне там лень читать и не хочется это все разбирать, нет. Просто формат роликов наш, он не слишком большой, длинный, ну, там максимум 20 минут ролики мы выпускаем, и стараемся все-таки побольше разных вопросов брать, плюс начитывать, стоять его очень долго, а иногда есть такие вопросы, которые, ну, я не могу сказать, там, начало прочитать и сказать, дочитайте сами. Мне для ответа в полном контексте нужно полностью зачитать вопрос. А это занимает очень много времени, нагружает вас, тех, кто это смотрит. И, ну, такие вопросы лучше уже где-то в другом месте обсуждать. В службе поддержки, еще что-то. Либо разбивать. Если вы... Просто иногда такие простыни пишут, а там заключено не просто один вопрос, а там 3 вопроса, 4 предложения и 8 возражений. Ну...
как-то давайте это все немножечко ротацию соблюдать и где-то помаленьку задавать вопросы, пожалуйста. Следующий вопрос. Когда уже начнете добавлять интересные костюмы? Это какие? Это какие? Типа как на Хэллоуин. Куча костюмов и все однообразные, все одно и то же, одни и те же прически и губища. Ребят, ну это же не так. Ну они же реально все, разные, постоянно, на ивенты разные. Есть партии, которые мы выпускаем просто между делом. Они зачастую это... просто человеческие костюмы в разных образах, да, мальчики, там, девочки в платьях, девочки, парни в костюмах или там в какой-то легкой одежде или еще что-то, в зависимости от сезона и так далее. Они меняются, у них меняется внешний вид, у них меняется одежда и так далее, но это все еще все люди, поэтому, возможно, не чувствуется такого разнообразия. Конечно, на Хэллоуин у нас не просто люди, у нас там яркие костюмы с образами всяких монстриков и прочее, конечно, они выглядят более уникальными, это разумеется, но это ивент, и на ивенты, и не только на Хэллоуин, мы запускаем такие костюмы. Иногда даже вне ивентов мы запускаем тоже какие-то интересные, необычные костюмы. Но я, когда читал сегодня этот вопрос, я вспомнил такую прекрасную вещь, что я буквально пару или тройку лет назад записывал видео и брал туда вопрос, точнее, тоже претензия некоторая была у человека. Он говорил о том, что мы слишком много странных костюмов добавляем, типа персонажей, костюмов с мишурой, там еще что-то. И наоборот, типа надо унифицировать форму костюмов и сделать чуть больше, просто обычных, но на выбор. Это я к чему говорю? К тому, что всем не угодишь, и мы стараемся искать этот баланс. И как я уже и говорю, баланс у нас этот заключается в том, что обычные костюмы выпускаем в обычных партиях, то есть обычных людей, а какие-то в ивентовых партиях, каких-то в ивентах, там в празднике, еще что-то, мы запускаем более необычные партии. И таким образом пытаемся искать баланс. Всем не угодишь, я единственное тебе, что советую искать себе костюмы и брать их на как можно большее время, продлевать их в какие-то ивенты, если тебе нравится такой формат костюмов. Кирпаль нам пишет. Остановка классная. Вот есть вопрос. Сделайте, пожалуйста, чтобы было удалять. Ребята, это хитро. Я вам в плане в Galaxy News выкладываю пост, типа задавайте вопросы. И вы такие, у меня вопрос. Давайте вы вот так вот сделайте. Это не вопрос, это предложение. Вы меня не обманете. Но, тем не менее, ладно, хорошо, давай выслушаем предложение. Сделайте, пожалуйста, чтобы было можно удалять ненужных персонажей, а его авторитет передавать другому человеку на основу. Ты имеешь в виду свои персонажи несколько удалять, и чтобы на основу себе перекидывать авторитет. Ты об этом? За мной никто не присмотрит за моими персонажами, а очень хочется, чтобы они остались на вечную память. У меня некая конфронтация мыслей произошла в твоем предложении. Ты говоришь, что ты хочешь, чтобы была возможность их удалить и перенести авторитет на основу, но при этом ты говоришь, что у тебя есть желание, чтобы они остались на вечную память. Но ведь если ты их удалишь и просто перекинешь их авторитет на другого персонажа, они не останутся на вечную память. А вообще, отвечая на основной вопрос, нет, такой функции не планируется, и надо понимать, что ни в одном приложении вообще нигде так не реализовано. У тебя есть один аватар, один аккаунт, один персонаж, и все ресурсы, в том числе там уровень, да, касательно нас, это авторитет и так далее, он остается на этом конкретном аккаунте. А вообще-то на сегодня это был последний вопрос. Надеюсь, мне удалось подробно, хотя бы минимально на некоторые из них ответить. И вообще я отвык с вами общаться из-за того, что у нас был большой перерыв. Надеюсь, у нас удалось с вами классно поговорить. Напоминаю, что я жду ваши ответы на мои уже вопросы к вам в комментариях. А сейчас приступим к победителям прошлых конкурсов. Объявим, точнее, победителей прошлых конкурсов. Это у нас ребята выиграли по 10 УЕ. Чуть-чуть ждем. Да, чтобы все прочитали. И это ребята, которые выиграли конкурс на внимательность. Напоминаю, нужно написать мне, вне зависимости от того, где вы смотрите этот ролик, и вне зависимости от того, где вы выиграли конкретно конкурс, на YouTube или ВКонтакте, вы пишите мне в Galaxy по нику Makes, не в ВКонтакте, пожалуйста, не нагружайте администратора ВКонтакте лишней работы. Пишите мне сразу в Галактику. В общем, пишите мне по нику Makes, и я выдам
ваши призы уже в галактике в течение 2 дней примерно, 2-3 дней, в зависимости от того, когда вы напишете. Опять же, не все сразу пишут. Итак, а дальше у нас новые конкурсы. Первый конкурс у нас на 10 УЕ. Вы его знаете, нужно быть просто подписанным на канал или быть участником группы ВКонтакте, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий абсолютно. Случайный 12 человек из ВКонтакте и случайный 8 человек с Ютуба. Такая корреляция в связи с тем, что на Ютубе просмотров меньше ввиду определенных причин. Вот, поэтому и победителей немножечко меньше, так честнее. В общем, эти ребята, 12 человек из ВК и 8 человек из Ютуба, выберем их рандомно. Из тех, кто выполнит условия, получат по 10 УЕ уже в следующем видео. А следующий конкурс — это конкурс на внимательность. И те, кто с нами давно, уже знают, что однажды мы сделали такой конкурс, где надо было составить слово из букв, которые в течение ролика появлялись в разных местах кадра, иногда совсем ненадолго. Так вот, я знаю, что реакция в прошлый раз была весьма неоднозначная в связи с тем, что тяжелый конкурс, но, тем не менее, победители нашлись. Поэтому, еще раз, в течение ролика в разных местах можно было найти некоторые буковки, из них составить слово. Вот кто внимательно смотрел, пожалуйста, напишите в комментариях в ВК, либо на YouTube, в зависимости от того, где вы смотрели, это слово. Первые 8 человек из ВК и первые 5 человек с YouTube, которые правильно напишут это слово, получат классные, крутые призы. Кстати, призы будут чуть выше, чем обычно, потому что конкурс сложный. Ну, вот так вот. А дальше посмотрим, как вы будете с ним справляться. Если будете сильно легко справляться, вернем обратно. Призы обычные, не будут такие крутые. Шучу. В общем, ребята, желаю вам удачи, желаю вам внимательности и быстрого печатания. Успевайте, бегите в комментарии, скорее отвечайте. И на этом все. Был рад с вами сегодня увидеться. А вообще, помимо ответов на вопросы, на мои вам, как я уже сказал в комментариях, мы там хотели некоторые вещи с вами обсудить, прошу вас написать вообще, как вам впечатление последнее время от наших ивентов, от праздников, от костюмов, от день рождения галактики, от ивентов, которые до этого были. Мы, говорю, давно с вами не виделись, и давно я вашу реакцию у нас вот в комментариях не читал, не смотрел. Поэтому, пожалуйста, напишите, что понравилось, что не понравилось. Объективная критика, нормальная, спокойная, принимается всегда. Пахлава тоже. Пахлава тоже. Пахлаву все любят, разумеется. Сладко и приятно. Рад был с вами сегодня увидеться. Всего доброго и пока-пока.